Всем доброго времени суток. Вы на канале Рада Одесса снова. Снова чиним, ремонтируем. Сегодня хочу рассказать, что делать, когда бачок плохо набирает воду. То есть медленно, либо вообще не набирает. Вот. Для начала хочу сказать о подписке. Подпишитесь, пожалуйста. Поддержите новичка. Спасибо всем за это. Теперь по делу. Из-за чего происходит это все? То есть по шланге, которую подает вода, вода идет из основной подачи. Там стоит фильтр, но через него пробиваются маленькие камешки, в общем, пыль, кальций, всякие вот эти вот штуки. И там внутри стоит такая маленькая сеточка, которая фильтрует подачу воды в бачок. И со временем эта сеточка забивается. То есть этими всеми кальциями, бывает, карбонатами, кальциями, в общем, песочком мелким и так далее. И вода перестает, в общем, идти. Периодически, если либо надо поставить более мелкий фильтр, либо периодически просто раз в 2 года. Фильтр не обязательно ставить, где-то раз в 2 года можно чистить, или по мере того, как забиваться будет. Для начала небольшой экскурс в историю. Расскажу, как вообще появились унитазы со сливом именно. То есть первый унитаз со сливом еще в 1531 году был сделан для, кажется, английской королевы Елизаветы I. По сути, это был просто тупо трон с дыркой, и откуда-то шла вода там сзади стула на слив. В общем, какашки, грубо говоря, сливались и ходили куда-то там. А чтобы не было запаха, это все закрывалось просто крышкой сверху. Но эти унитазы не получили распространения, потому что не было канализации. И только после чумы, когда начали делать канализацию, была чума, была антисанитария, начали делать канализацию, и в 1775 году, по-моему, был придуман первый унитаз с клапанным сливом, то есть наподобие, как в поездах стоят. А до этого люди, буквально там даже через лет 5, по-моему, еще придумали уже как современный унитаз с водяным клапаном, то есть S-образным. То есть вот тут идет, видите, буква S, и вот сюда. Вода остается всегда на этом уровне, и запах не попадает в квартиру. С клапанным туалетом с запахом были проблемы. В общем, вы меня поняли. Ладно, не суть. В общем, дело. Сегодня расскажу, как это все почистить. И до этого, кстати, люди в Европе выкидывали, как это ни странно, все свои фекалии и отходы прямо на улицу. То есть до чумы. Потом там заводились крысы кусали людей, и так чума распространилась по Европе. А после этого уже начали все приводить. В общем, сейчас расскажу вам, как все это почистить и привести в порядок. Так что вот такая вот история с унитазами. Кому интересно, ищите в интернете, там много информации. Я смотрел как-то передачу. Интересно, конечно. Даже не думал, что такая история у обычных туалетов всего лишь. Итак, начинаем с того, что перекрываем воду. То есть перекрыли воду. Дальше откручиваем вот эту вот крышечку. Это на компакте, вот эту крышечку. Интересная история всяких вещей. Буду регулярно делать какие-то обзоры, нырять в историю, так сказать, и рассказывать вам, как, что, откуда произошло, то, что я делаю, ремонтирую, вернее. Итак, тут у нас 2 механизма. Один отвечает вот этот за слив воды, клапан сливной, и второй за залив воды, то есть клапан заливной, можно так сказать, так и называется. То есть, что мы делаем в первую очередь? Вставляем эту штуку назад, и сливаем воду. Держит, пока не сольется все. Все, воды нет. Видите, тряпочку, наверное, лучше все равно постелить. Затем, после того, как вы слили воду, нам нужно отсоединить шланг, и открутить вот эту пластиковую гаечку, чтобы извлечь
сам весь вот этот вот клапан. Вот, как бы так. Сейчас я взял вот ключ. Он там идет, по-моему, на 25. Ну, в принципе, без разницы. Разводной. На 25 ключ. Я взял на 24, сточил миллиметр. Вот, и он подошел. Любым, неважно, как вы открутите. Главное открутить. Вот. Сейчас поставлю камеру, буду откручивать. Итак, как видите, шланг я перекрыл. Теперь надо его открутить. То есть берем, просто вот так откручиваем. Вот. У меня он уже тут закис. Сейчас я его смажу ВДшкой. Так, шлангочку открутили. Вот она валяется. Старая уже, надо поменять, но не течет, значит еще поработает. Теперь откручиваем вот эту белую гайку, то есть, которая держит сам клапан. Она, в принципе, довольно легко откручивается. Все. Там потом с той стороны пошла водичка, как видите. Вот. Откручиваете всю эту историю. Вот. Водичка, остатки те, что в бачке, можете либо выбрать сразу, я что не выбрал, надо было выбрать тряпочкой. Ну ладно, тут ее немного, поэтому ничего страшного. Вот, вытащили сам клапан. Вот он. И проблемка вот там вот. Надо разобрать и все почистить. Сейчас я это сделаю, покажу как. Так, продолжаем нашу чистку. С чего начнем? Вот эта фигня откручивается сверху. Вот. Тут, в принципе, вообще работа как бы раз-два и все. Вот. Значит, на что надо обратить внимание? Вот этот колпачок снимаете. Бывают разные системы, но принцип одинаковый. То есть вот тут дырочка, через которую заливается вода. И вот он клапан. Если надо, вот тут вот вытаскиваете его. Ну, сейчас попробую вынять. Вот, как бы, вот так он вынимается. Клапан. Сказать. Сейчас. То есть вот я его вытаскиваю. Видите? То есть вот тут резиночка, которая закрывает вход воды. Вот здесь вот само отверстие вот это, через которое попадает вода. Все. То есть вот эта история поднимается вверх, сам бачок, и он затягивает клапан, который вот здесь. Здесь надо просто промыть, то есть вот эту историю. Дальше. Это все тоже промываете, все эти штучки-дрючки. Вот. Ну и, как говорится, финал. Ну, это тоже промываете. И сама сеточка, вот она внутри находится. Вот она внутри. Такая, то есть вот из-за нее как бы вся вода и не проходит нормально. Вот. То есть вот это вот так вот с той стороны отверточкой вытаскиваете. Вот она. Видите? Вот сетка. Ну, у меня еще так нормально. В принципе. Вот. Но все равно все это промоете. Ну, я же говорю, у меня вода заливалась. Бывает, потому что фильтр на входе стоит. Бывает, как бы, что совсем все плохо, вода не заливается. Вот. Вот таким образом, как бы, неважно, какое загрязнение, все это очищается. Промываете и собираете. Сейчас я промою, покажу, как собрать. Итак, продолжаем. Вот это сама история. Вот что у нас тут. Вот это вот маленькая штукенция сюда идет. Вот. Собираем сам клапан, ставим его на место. Вот так вот. Туда вставляем и просто защелкиваем. Правильно сделал. Надо гайку сверху. Вот так. Вот, а гайку снизу подсовывать. Вот. Все. Защелкнули. Вот. То есть так, вот эта история идет вот сюда. Вот сама сеточка это наша. Помыли, почистили, продули чуть-чуть. Вот. И ее вставляем назад. Как она была. Вот так. Оп, уплотняем. Все, она там внутри. Так. Последняя пластмассовая фиговина. Вот. И вся эта конструкция обратно собирается, как она была. Вот. Вот так, вот так. Опля. Опля. Опля.
Вот. Дальше что? Дальше вставляем его обратно, как он был. Вот. Прокладочки там, все не забывайте ставить на место. То есть вот в ту же крышечку, где она была, в том же положении. Если надо больше воды в бачке, можно вот эту штуку, как бы она регулируется по зубчикам, этим прыгает. И чем выше ее поднимаете, вот, тем выше уровень. Чем ниже, тем ниже уровень. Клапан раньше закрывается или позже. Все, дальше получается обратно закручиваете эту гайку и прикручиваете шланг, открываете воду. Сейчас покажу, что вышло. Итак, как видите, все собрал, воду подключил, вода набирается уже гораздо лучше и быстрее. Вот. То есть можно, я же говорю, бачком подрегулировать, как вам нравится, там как бы больше и меньше. Вот вода раз, видите, начинает в него заходить в поплавок, поплавок поднимается, все, вода остановилась. Если надо выше, эту конструкцию можно поднять вверх. Еще раз проверяем, чтобы ничего не текло, все было нормально. Вот, если может где-то подтянуть что-то надо или еще что-то, это обратно, то есть так же само выкручивается. Ставится вот эта крышка и закручивается назад. Если кто не знает, это полный слив, это полбака. Вот, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будет много полезных, интересных видео. Буду добавлять исторические, так сказать, нырять в историю. Рассказывать всякие интересные штуки про вещи, которые ремонтирую и которыми ремонтирую инструменты и прочее. Все, спасибо.